Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, неожиданности и сюрпризы, пасьянс Таро, прогноз на январь. Давайте узнаем, что нам подскажут колоды карт. И первая колода – это карты пасьянса, который я создала, называя его неожиданности и сюрпризы. И вторая колода – это колода Таро, которую создала Колет Барон Рид, великолепная психолог и таролог. И нас призывают эти карты быть чуточку добрее и милосерднее к самим себе, к собственной душе. Давайте допустим, что жизнь не бывает полностью предсказуем, как и все расклады, прогнозы. Это ведь все очень так, это зыбко. Согласитесь, быть реалистом определенно стоит. С одной стороны, карты нам помогают рассмотреть что-то из области иррационального, которое нам сваливается на голову. Так ведь часто бывает. Построили одни планы, ну тут раз тебе что-то меняется в обстоятельствах, а мы на это не влияем, мы это изменить не можем. И поэтому больше адаптации проявлять где-то нам приходится. И с первых дней 2025 год нас как раз настраивает в сторону таких энергий. Ну давайте мы узнаем, что же для вас, мои дорогие тельцы, эти маленькие карты с их рандомным значением. Что выпадет? Какие неожиданности и сюрпризы ожидают, возможно, в январе? Какие вопросы вам придется прояснять или чему уделять больше внимания? А после дополним значение карт колоды Таро. Детализируем, так сказать. События января, неожиданности и сюрпризы для вас, мои дорогие тельцы. Смотрим, что выпадает. Хочется подвинуть поближе, чтобы хватило места. Ну вот, пусть не на этом канале, а на втором, Астро Эспирационе. Я помню, я делала один из раскладов, и там конкретно выпадало, как будто телец никому не верит. И посмотрите, выпадает маска, правда. Вот какой-то такой период января, может быть, события в конце декабря 2024 года вас подводят к какому-то итогу. Или это какая-то новость, которую вы узнаете, которая кого-то может выбить несколько из колеи, я такое допускаю. Но, знаете, вы тогда будете настроены на то, чтобы себе не навредить и с другой стороны чего-то не упустить. Вы как раз понимаете, что это вам придется одевать маски, потому что остальные поступают точно так же. Вот это как неожиданность и сюрприз. Когда выпадает маска, имеется в виду, нами кто-то пытается манипулировать, а мы в ответ, нам другого не оставляет судьба. Должны где-то быть в этих же энергиях. И еще что-то зыбко непонятно. Что-то у вас на январь не определено. И надо сказать, энергии января астрологические, они таковы в вашем знаке зодиака Уран в ретро-движении. Поэтому тут действительно какие-то темы могут подниматься. Но еще сказать, что вот на начало января что-то понятно, то точно нет. Или для кого-то личность, персона, конкретный человек непонятен. Его поведение непонятно. Что ждать? Тоже непонятно. А внутреннее состояние: я не хочу себе навредить, и я никому не верю, дай-ка я подожду. Вот где-то возьмите себе на вооружение, что маску припасти определенно стоит. Но, тем не менее, может быть, как раз вот этот якорь вы получаете за счет того, что, ну, как-то в других немножко энергиях находится телец, и вы сможете осуществить какое-то намерение. Я не говорю с точкой, что прямо все, но позитивный момент есть. Дважды, мои дорогие, посмотрите, как якорь, причем это в одном квадрате, и феникс. Возрождение из пепла. Нечего добавить. Это не просто победа, а это какое-то очень важное событие. Или когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Но есть что-то, какой-то отправной пункт, точка, решение, согласование для вас в январе, то, что для вас может как новая эпоха жизни. Может быть, это и ваш внутренний настрой, то, что вы для себя определите. А еще я должна сказать, обратите внимание, у нас выпадает
рука с блокнотом. Это как ежедневник, планирование. Вам придется что-то планировать. Может быть, корректировать свои мелкие планы для того, чтобы как цель намерение было осуществимо. Будьте готовы, вот как раз гибкость какая-то, она от вас самой первой карты нам заявляет, просто необходимо. Вы должны осуществить какой-то свой проект, но держать руку на пульсе и где-то так быстро подстраиваться, мои дорогие, вам придется. Адаптировать себя, может быть, самого. И об этом нам тоже где-то говорят карты. Кто-то из вас может оказаться в такой обстановке, когда еще тысячи неопределенностей. Идти вроде как вперед приходится, а как действовать, опять же, непонятно. Тогда вы будете идти по ситуации, мелкими какими-то шагами продвигаться, но опять же, оно того стоит, потому что практически какая-то победа в решении, может быть, сложного вопроса, потому что выпадает и якорь, и одновременно птица Феникс. Но, видимо, есть в ракурсе ваших дел, тем, интересов в январе месяце те ваши задания, которые вы или цели перед собой ставите, и что-то у вас исполнится, прояснится. Но сказать, что на 100% я, с одной стороны, не могу, но и то, что вы решите, это будет более чем достаточно. Вот что самое главное. Тут у вас как направление какое-то решается, а остальные какие-то детали вы отшлифуете. Даже не расстраивайтесь и не сомневайтесь в себе. Идем дальше. Что нам еще совпадает? С чем могут столкнуться тельцы? А вот правда, смотрите, маска. А еще вам выпадает шляпа волшебника. Это как шляпа-невидимка. Это как быть в моменте здесь и сейчас. И значит, вам судьба подарит такой день или случай, или удобный момент, который вам важно не упустить. Но храните молчание, словно быть невидимым. Видимо, будут такие периоды, или просто, может быть, это короткий этап вашей жизни в течение января, когда вам нужно уметь слушать свою интуицию, доверять самому себе. Или это, считайте, как колесо фортуны, для вас может сложить какую-то иррациональную ситуацию, но именно она будет играть вам на руку. Здесь, правда, может быть для кого-то, например, это как минус, а для вас как раз или потому что кто-то вынужден именно так действовать, но для вас это сложится в какие-то красивые кружева, или обстоятельства у кого-то могут тоже быть в виде некоторых ограничений, и вот если это для кого-то минус, то для вас это плюс. Поэтому тут мы действуем, словно маги и волшебники. Будете готовы к тому, что где-то вы не просчитаете некоторые позиции, и вам придется действительно идти по ситуации. И уже по завершению ситуации вы будете вносить какую-то коррекцию в дальнейшие планы. Вы будете несколько раз что-то перестраивать, себя самого. Я имею в виду собственный план действий или продолжение, к примеру, того, что вам захочется, в принципе, как этапом прогресса в чем-то идти вперед, или в чем вы увидите целесообразность, или то, что сочтете вообще нужным продолжать. Вот это будет где-то корректироваться в течение января точно не раз. Но и, видимо, это совершенно необходимо. Идем дальше, смотрим, что у вас еще совпало. Ну вот по части молчания это точно, смотрите, выпадает месяц. Это как луна. Здесь еще какие-то тайны, неопределенности. Вы еще в январе, перед вами не все ракурсы раскрыты, поэтому не вредите себе. Искусство мелких шагов вам будет помогать. Мои дорогие тельцы, люди вам всего не расскажут. Это тоже примите во внимание. Поэтому некоторые моменты, если мы говорим с шляпа волшебника и интуиция. Интуиция – это не внутренние сомнения. Интуиция – это не глубокая философия на пустом месте. Нет. Интуиция – это как разум какой-то, высший разум и наш предыдущий опыт. Это интеллект, по сути дела. И то, что мы когда-то прошли, пережили. Поэтому интеллект нам правильно помогает просчитать те или иные события. Шляпа волшебника. А прежний опыт помогает не повторить какую-то ошибку. Поэтому руку на пульсе, правда, нужно держать, и маска совершенно необходима. Может быть, и хочется расслабиться, а карты говорят, пожалуй, январь для этого не очень подходящий месяц. И смотрите, время переменное.
Может быть, буквально будет для вас время как очень важный момент в течение января, и вы не сможете отложить какую-то возможность на потом. Правда, могут сойтись тысячу дорог в одной точке, и какая-то возможность появится у вас что-то осуществить. Или появится нужный человек, например, который с дельным советом, ведь так тоже бывает. Это тоже своего рода отправная точка. Или вы получите какую-то очень важную информацию. Или сам по себе вопрос у вас тоже будет решен, закрыт. Или, как минимум, вы что-то проясните. Смотрим дальше, что нам еще хотят рассказать карты. И если мы складываем верхний и нижний ряд, у вас совпадает еще дом. Именно ваше место пребывания, проживания. И правда, по Урану, ретро-Урану в Тельце мы как раз можем вопросы, связанные с территориями, с землей, решать. У кого-то буквально может быть приобретение, купля-продажа недвижимости или ваше место комфорта, ваше надежное место пребывания, проживания, или что-то вы будете планировать на потом, или оформлять какие-то документы. Но вот вопрос территории у вас буквально будет стоять тоже на повестке месяца. Возможно, как раз эти какие-то перемены и будут связаны с вашими планируемыми переездами или с какой-то реорганизацией, допустим, своего бизнеса. К примеру, ходили на работу в офис, теперь вы захотите работать на дому. Для кого-то из вас это может быть как какое-то важное предложение по части личной жизни, которое, влечет за собой тоже пересмотр вашей последующей тактики. И это каким-то образом будет еще увязано с вашим местом проживания. У кого-то и так я тоже допускаю. Смотрим дальше. Что у вас еще совпало? Также по крайним рядам у вас еще совпадает Солнце, мои дорогие. Путь к Солнцу. Возможно, вы будете планировать что-то по части Солнца, своих достижений. Или как раз вот какие-то маски, где-то неторопливость и слушать свою интуицию. Для вас открывает новые возможности. И это на далекий период времени. Для кого-то из вас какая-то, знаете, как обстоятельство или круговерть даже, какой-то водоворот событий может сложиться таким образом, что открывает новые пути. И эти, пусть один какой-то путь или какая-то одна возможность, но вы не должны этого упустить. Если мы говорим об иррациональном, что соответствует Плутону в знаке зодиака Водолей, то вот это значение Солнца в любой колоде это как выбор правильного направления. И карта говорит тогда или значение, та тема или направление, которым вы будете активно заниматься месяцев 6-8. Вы будете словно свое место под солнцем отстраивать. Или для кого-то это пусть будет через работу или через переезд, через рост вашей популярности. Очень много составляющих у вас может меняться как раз в январе. Смотрю, что еще у нас совпало. Совпадений я больше не вижу, но, видимо, вот те энергии такие, я не могу их назвать простыми, но в то же время они вам будут буквально помогать для себя осуществить какой-то важный переход между прошлым и будущим. Потому что смена направлений, как смена эпох, вы можете чувствовать это время особенно остро, что что-то меняется, может быть, в пространстве вокруг вас, или появляются какие-то новые возможности. И перемены, вот эти часы, это как символ перемен, практически у вас на пороге. Может быть, у нас эти часы выпали, так немножко в конце пасьянса. И это те перемены, которые будут, может быть, в конце месяца. Или где-то, что-то начнет проясняться со второй половины, где-то в 10-х числах. Тогда уже в 20-х эти перемены вы прочувствуете наиболее остро. В хорошем смысле, причем, мои дорогие. Ладно, неожиданности и сюрпризы. Давайте дополним. С чем это связано? Как видят карты? Достанем 3 карты. Может быть, нам обрисуют ваши энергии. Или более подробно расскажут, в какой сфере жизни нам ожидать, вам ожидать, мои дорогие, неожиданности и сюрпризы для тельцов. 7 Земли. Вы знаете, правда, вот опять же, возвращаясь к этой маске, по 7 Земли, это на нас всегда пытается кто-то воздействовать, может быть, да? Или мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами. Мы вынуждены чего-то ожидать. Или где-то проявить терпение,
по этой карте, именно в этой колоде, нам говорят еще и о том, что, ну, как перекресток жизни, какое-то важное решение, новая стратегия. И конкретно есть такое значение «смени пластинку». Вот так прописано. Прописано самой Колет Барон Рид. И не случайно, может быть, много перьев, как головной убор у нашего героя. Много мыслей, много планов. Но пока еще что-то отстроить буквально с первых дней января вам достаточно сложно. Но на вас как раз и влияют их как события, обстоятельства извне, так и люди где-то. Я не могу сказать, что они абсолютно надежны. Я не могу сказать, что они ненадежны. Это потому что ваше какое-то внутреннее состояние такое. И я понимаю, что у каждого по-разному. Но, может быть, сменить какое-то направление вам и придется. Или пересмотреть свою стратегию, тактику. Перекресток, мои дорогие, жизни. Он начинается с важных решений. Поэтому неожиданности и сюрпризы с вашего решения могут быть. Вот смотрите, аркан-отшельник. Люблю эту карту за счет того, что, во-первых, 9. Всегда перемены сами по себе. И это старший аркан. Обстоятельства на вас будут влиять. Но в этой колоде карт нам показана красивая дверь, а ключи, пожалуйста, они есть. То есть мы будем сами подбирать эти ключи, но самое главное, они у нас имеются. Но, я бы сказала, основополагающее иметь желание эти ключи подбирать. Либо мы захотим или от чего-то, знаете, как можем отказаться, захотим, к примеру, продолжать отношения, продолжать какую-то работу, продолжать оставаться в прежнем месте пребывания, или мы захотим переехать, или мы захотим идти вперед. Захотим ли мы вообще, в принципе, эти ключи подбирать, или сочтем так, что мне самому, одному, более надежно, более спокойно. Ведь это старший аркан. Для кого-то из вас, те, кто не в паре сейчас, эта карта может говорить о том, что пришло время подумать, и о личной жизни тоже. Карта символизирует некоторую передышку и даже отступление, потому что ключ нам надо подобрать, для этого тоже нужно время. Какая-то перегруппировка, самонаблюдение, самоорганизация и адаптация проходит по этому старшему аркану. А потому что развилка судьбы. Неожиданности и сюрпризы. У вас все получится, мои дорогие. Правда, вот это солнце выпало, правильное направление. В январе вам придется избирать. Но у вас карта мага. Для вас нет ничего невозможного. И вот какое направление вы выберете, вы с чем-то не должны торопиться. Вам, может быть, сложатся так обстоятельства, что вам придется действовать быстро, сориентироваться в каком-то вопросе быстро. Или перед вами откроется какая-то тайна, или какой-то аспект новой жизни для вас, или новых каких-то начинаний, свершений, возможностей. Правда, элемент новизны будет, но действовать вам придется как магу. Это ведь алхимия, силы духа, где-то это воли и мастерства. И если мы говорим иррациональное по Плутону входит в нашу жизнь, причем активно, то вы это можете прочувствовать буквально с первых дней января. По карте мага могут быть любые неожиданности и сюрпризы. Но у вас все стихии в рукав, у вас все возможности, мои дорогие тельцы. Поэтому самое главное чего-то захотеть и где-то правильно провзаимодействовать, может быть, с людьми, или с теми событиями, которые приходят на ваш порог. Давайте мы узнаем, к чему же все идет. Неожиданности эти сюрпризы. Любовь. С одной стороны, карта говорит, сепарация только иллюзия. Поэтому какая-то история личной жизни должна быть продолжена. По этой карте, может быть, вполне вероятно, аркан как влюбленные проходит. Какой-то выбор вы будете делать. И вверху мы сказали, именно в этой колоде семерка пентаклей тоже важное решение какое-то вы будете принимать. Но, значит, важное решение вы принимаете в январе. И к чему все идет? Правда, и еще вы встанете перед каким-то выбором. Или вы будете как раз себя адаптировать к новым отношениям. Или к новому месту проживания. Это к чему все идет? Это где-то продолжение, которое может быть не в январе, а в феврале, в марте. Но какая-то история, опять же, вот как это солнце, она начинает или имеет первые ростки с января. Вы с чем-то должны определиться,
по этому старшему аркану. Вам нужно по этой карте что-то прояснить, потому что, как я сказала, сепарация только иллюзия, но также в этой колоде еще прописано, как не время или-или. Нужно видеть вещи цельными, быть реалистом стоит. И вот все эти энергии, мои дорогие, о которых мы говорили долгое время по пасьянсу, наиболее чем актуальны. Карты Таро дополняют то, что мы сказали. Вот эта птица Феникс, это ваше возрождение. Оно должно состояться. И тогда еще какое-то продолжение следует. Может быть, в 2025 году вы не раз будете себя на что-то организовывать или адаптировать. К чему все идет? Королева Земли, ну это вы сами. Это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок или отстроить свое благополучие практически даже с нуля. И это олицетворение вопросов, которые будут связаны с территорией, с землей, или, как я уже сказала, место вашего пребывания, или какие-то события, которые меня, вот если смотрят люди из разных стран, которые происходят вокруг вас, обстоятельства в каком-то общемировом масштабе, то тоже может что-то решаться и каким-то образом вас подводить к какому-то итогу. И вопросы денег, вот, наверное, территория и деньги, ваши финансовые активы и ваше место жительства. Может быть, к чему все идет. Вот эти два направления будут основополагающими где-то с заходом на февраль, а то и март, когда уже Уран перейдет в прямое движение, но останется еще в вашем знаке зодиака. Отстраивать свое благополучие будете. Но это карта надежности, у вас все получится. И к чему все идет? Вот эта карта мага. Может быть, такие сложные где-то по магу энергии вам, с одной стороны, помогают решить тот или иной вопрос, но, знаете, не должно быть у вас разочарований. Вы не должны себе, помните мысль материально, добавлять каких-то негативных эмоций. И по этой карте, именно в этой колоде, идет и исцеление, мои дорогие. Медитация, отдых. Видимо, будет какой-то, возможно, сложный период января. И к чему все идет? Возможно, в феврале что-то будет более прояснено. Или вы как закладываете фундамент последующего успеха в январе. И в последующем вам нужно будет обязательно отдохнуть. По этой карте мы должны не забывать о бодрости, о здоровье, о собственном имидже. И имидж здоровья – это все очень актуально, потому что внешний вид, для кого-то рост вашей популярности, кстати. Здесь как возрождение и имеется в виду. Если было какое-то самочувствие, ну так себе не очень, может быть из-за хронической усталости или каких-то хронических заболеваний, которые периодически нам о себе напоминают, вы тоже должны что-то прояснить. Вы должны найти время для самого себя или самой себя. Это будет важно как и для внешнего вида, как и для вашей бодрости, так и в целом для вашего здоровья. Поэтому, может быть, по этой карте привести мысли в порядок, не создавать себе какого-то дополнительного хаоса, потому что тут тысячи неопределенностей к вам в течение января могут приходить. Ну, значит, и где-то к концу месяца возьмите некоторую паузу или сделайте передышку, или в течение января выкраивайте место для своего отдыха. Давайте мы узнаем, что же будет дальше. Что же дальше следует? Паж Земли, обновление какое-то, ваше какое-то важное решение дальше проследует. Это то, что может вас вдохновить. Например, как новая занятость, к примеру, все же Земля, это откуда к нам приходят деньги или решение каких-то вопросов, связанных с документами, с вашей работой или, опять же, с деньгами. А еще мне очень нравится, как трактуется именно паж Земли в этой колоде. Твердое намерение процветать. Вот, наверное, это как квинтэссенция всего нашего расклада, мои дорогие тельцы. И здесь вот будут у каждого свои направления именно в сторону благополучия и процветания. Очень символично. Поэтому что дальше? Продолжение следует в процветание. Что же будет дальше еще? Десятка огня. Вы знаете, усталость, она, конечно, может вас так вот накрывать. Что будет дальше? Ну да, где-то с заходом на февраль, может быть, с одной стороны, решаться многие вопросы. Или прояснится какой-то сложный момент. Но уделить внимание определенно самому себе стоит, потому что не хвататься за многие дела, темы вас могут пытаться втянуть в какие-то для вас не
не совсем нужные вопросы, именно потому, что телец ведь сильный, он выдержит, он как раз сумеет разрулить какую-то ситуацию. И это карта эмоционального выгорания, мои дорогие, когда мы берем на себя слишком много. Так вот, с этим настало время распрощаться. Поэтому, правда, конец января и где-то на февраль уделите внимание самому себе, когда, может быть, работа не должна быть ради работы или жизнь ради работы. Это должно быть сбалансировано. И эмоциональное выгорание для вас где-то с учетом четверки воздуха может значить даже так, что от какого-то перенапряжения, если не позволить себе отдыха, то и иммунитет падает, но и буквально недомогание может нас уложить в постель. Что же будет дальше? Работай, у тебя все получится по этой карте. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Какая-то волшебная симфония, которую вы создаете или начинаете, творите, организовываете, адаптируете себя к чему-то. Это будет продолжено. Восьмерка Земли – это карта профессионала и последующих побед, важных решений, или когда вы можете построить карьеру, или когда вы получаете новые знания, какое-то действительно продолжение следует. Здесь может быть как новое изучение чего-либо, но всегда мы это делаем не ради любопытства, а у нас все-таки пентаклевая карта или Земля, для того, чтобы обустроить благополучие, собственно, с еще большими перспективами, или новые знания переложить на практику, и они нам тоже будут помогать. Поэтому вы можете в последующем что-то изучать, у кого-то изучение языков или нового направления, может быть, в своем творчестве. Или вы будете изучать, может быть, какие-то ресурсы, потому что это вам совершенно необходимо в работе. Так или иначе, будет еще какой-то итог по финансам, который вас в конце месяца и где-то с переходом на февраль, я могу предположить, хороший эквивалент по деньгам. Или продвижение какой-то вашей финансовой истории, или то, что вы себе, может быть, создаете сами, монетизируете свое творчество, или ваше, может быть, ремесло, мои дорогие. Вот что-то вы делаете сами очень хорошо. И пусть это касается вашей профессии, но значит, здесь тоже какие-то перспективы для вас новые открываются уже с заходом на февраль, а то и март. А может быть, это важное решение вы принимаете. Однозначно с переходом Урана в прямое движение перед вами открываются, с одной стороны, как и новые перспективы, а с другой стороны, вы уже в состоянии большей определенности и большей адаптации. Вот, наверное, поэтому эта маска совершенно необходима. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.